Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь на него, если еще не подписаны. Так как мне много кто писал, что хочется связать что-нибудь на лето, поэтому я связала вот такие пинетки-сандалики и поделюсь ими с вами. Я в этих пинетках еще застежку не сделала, так как я не знаю еще, что здесь у меня будет, либо пуговица, либо липучка, либо еще что-нибудь. Подумаю в процессе вязания. Ну и давайте начнем. Для вязания нам понадобится два цвета. Это у меня коричневый и зеленый. Это мерсеризованный хлопок. Пряжу я использовала вот такую, Альпина. Она мне очень понравилась, поэтому рекомендую. Здесь в 50 граммах 120 метров. Крючок я буду использовать, как всегда. Это у меня крючок 2 миллиметра. В данной модельке пинеток двойная подошва. Как вязать двойную подошву, у меня есть отдельное видео на канале, но в этом видео я вам также все подробно покажу. Одну подошву я уже связала, ниточку спрятала на изнаночной стороне. А вторую подошву я сейчас буду вязать вместе с вами. Итак, начнем. Для начала делаем начальную петлю. И дальше набираем 18 воздушных петель. Набрали. Далее первую петлю пропускаем и со второй начинаем вязание. Вяжем 8 столбиков без накида. По одному столбику в каждую петлю. Провязали. Дальше делаем накид и вяжем один полустолбик с накидом. Через все 3 петли протягиваем рабочую нить. Сделали. Дальше вяжем 8 столбиков с накидом. В каждую петлю по одному столбику. И провязываем последний 8 столбик с накидом в последнюю петлю. И нам еще нужно сделать прибавление, то есть в эту же петлю, в которую провязали 8 столбик с накидом, мы еще вяжем 6 столбиков с накидом. И в одной петле у нас получится 7 столбиков с накидом. Седьмой. Все, прибавление сделали. Далее провязываем 7 столбиков с накидом, по одному столбику с накидом в каждую петлю. Эту нить прячем по ходу вязания.
7 столбиков с накидом провязали. Далее делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Провязываем через все 3 петли. Сделали. Далее вяжем 8 столбиков без накида. В конце мы также будем делать прибавление. Так, и последний 8 столбик без накида. И в эту же петлю мы провяжем еще 3 столбика без накида. И в одной петле у нас получится 4 столбика без накида. Провязали. Далее нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Видим, первая петля. В нее мы делаем первый соединительный столбик. И второй соединительный столбик во вторую петлю. Сделали первый ряд, мы провязали. Далее набираем 3 воздушные петли подъема и начинаем вязать уже столбики с накидом с третьей петли. И вяжем так 14 столбиков с накидом. Далее уже будем делать прибавление. И давайте провяжем самостоятельно 14 столбиков с накидом. Довязала я 14 столбиков с накидом, далее будем делать прибавление. Будем делать 7 прибавлений. В одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом. Провязали. Первое прибавление сделали. 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю вяжем также 2 столбика с накидом. Второе прибавление сделали. В следующую еще 2 столбика с накидом. И так 7 раз. Если кому-то кажется, что я объясняю очень быстро, либо же медленно, вы можете всегда ускорить, либо замедлить видео в настройках. Итак, все прибавления сделали. У нас здесь 7 прибавлений. Далее будем вязать 15 столбиков с накидом до следующего прибавления. И давайте также провяжем эти столбики самостоятельно. 15 столбиков с накидом провязали, далее будем делать 5 прибавлений. Также в одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом. Одно прибавление сделали, второе прибавление делаем в одну петлю 2 столбика с накидом. Третье прибавление. Четвертое. И последнее, пятое прибавление делаем. В одну петлю 2 столбика с накидом. Сделали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд у нас готов. Далее вяжем третий ряд. Набираем также 3 воздушные петли подъема и вяжем уже 15 столбиков с накидом. Дальше мы будем снова делать прибавление. И давайте провяжем самостоятельно 15 столбиков с накидом. 15 столбиков с накидом провязали. Дальше будем делать прибавление. В первую петлю вяжем 2 столбика с накидом, делая прибавление. А в следующую петлю мы вяжем просто 1 столбик с накидом. Прибавления не делаем. В следующую петлю снова делаем прибавление 2 столбика с накидом. В следующую только 1 столбик с накидом. И так через 1 столбик мы делаем прибавление. И всего у нас должно получиться 7 прибавлений.
Так, прибавление сделали. Дальше будем вязать 16 столбиков с накидом до следующего прибавления на пяточке. И давайте провяжем. Провязали 16 столбиков с накидом. Далее делаем прибавление так же, как мы и делали. В одну петлю делаем прибавление, вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую петлю снова делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую только 1 столбик с накидом. И так чередуем. В одну петлю делаем прибавление, в следующую только 1 столбик с накидом. И так далее. Все, довязали. Теперь делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И подошва у нас готова. Ниточку мы не отрезаем. Этой нитью мы будем присоединять две подошвы друг к другу. Итак, берем первую подошву, прикладываем их изнаночной стороной друг к другу. Вот так. Сейчас мы будем их присоединять соединительными столбиками. Прикладываем подошвы ровно друг к другу. Так, на первой подошве, которую мы уже связали были, отступаем от прибавления одну петлю, и вот со следующей петли начинаем вязать соединительные столбики. Вот так в каждую петлю от одной и второй подошвы заводим крючок и делаем соединительный столбик. В одну подошву, во вторую, достаем рабочую нить, делаем соединительный столбик. Петли не пропускаем. Здесь у нас должно получиться 66 соединительных столбиков, так как всего петель по кругу подошвы 66. И вот что у нас получается. С одной стороны у нас получилась такая косичка, со второй просто шовчик такой. И давайте провяжем по кругу полностью до конца ряда соединительные столбики. Довязала я соединительные столбики, и у нас получилась вот такая двойная подошва. С той стороны, где у нас косичка, это будет лицевая сторона. А где у нас остался просто шовчик от соединительных столбиков, вот за эти петли мы будем вязать дальше. И сейчас нам осталось спрятать петлю, ниточку на изнаночную сторону, то есть там, где у нас находится шовчик такой от соединительных столбиков. Делаем еще воздушную петлю, отрезаем нить, затягиваем немножко и прячем вовнутрь подошвы. Таким образом. Все спрятали. Подошва у нас готова. Дальше мы начнем вязать заднюю часть пинетки. Для этого находим серединку. Серединка это у нас вот эта вот петля. Мы будем вязать за петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, как я уже и говорила. Так, находим центральную петлю и от нее отсчитываем 9 петель в одну сторону и 9 петель в другую сторону. Ну, можно отсчитать только в одну сторону. Так, всего получается у нас здесь 19 петель. И можно уже вот от этой петли начинать вязание и считать 19 столбиков.
Заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли. Они у нас считаются за один столбик без накида. И дальше вяжем еще 18 столбиков без накида за петли, которые получились у нас от соединительных столбиков. То есть 2 воздушные петли подъема — это 1 столбик, и плюс еще 18 столбиков без накида. И вот так вот вяжем за петли. Ниточку, которая у нас также осталась, мы прячем по ходу вязания. И давайте сейчас мы провяжем самостоятельно все столбики. Всего у нас должно получиться 19 столбиков без накида вместе с 2 воздушными петлями. Вяжем. Все столбики я провязала. Вот что у нас получается. Далее мы делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем также 19 столбиков без накида. Это у нас будет второй ряд. Давайте довяжем второй ряд до конца. И потом с вами встретимся. Провязали второй ряд. Далее также делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. Также у нас должно получиться в третьем ряду 19 столбиков без накида. И всего нам нужно провязать 10 рядов по 19 столбиков без накида. Это получается у нас третий ряд. Третий ряд довяжем до конца, и нам останется еще 7 рядов провязать по 19 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Здесь уже ничего сложного нету. Когда провяжем, потом с вами встретимся. Десять рядов по 19 столбиков без накида провязали. Далее я покажу, как нам вязать застежку, лямочку эту для застежки. Смотрите, эта пинетка у нас для левой ножки. Для левой и правой ножки вот эти вот застежечки вяжутся немножко по-разному. Сейчас я покажу, как вязать для левой ножки, просто как для примера. Нам нужно набрать 30 воздушных петель. Ну, я наберу чуть поменьше, просто для примера. Так, например, вы набрали 30 воздушных петель. Далее 3 первые петли пропускаем и с 4 начинаем вязание. И смотрите, чтобы эта цепочка не была перекручена. Далее вяжем столбики с накидом в 4 петлю. И так далее. В каждую петлю по одному столбику с накидом. Всего у нас должно получиться 27 столбиков с накидом. Это у нас вот эта вот застежечка для левой ножки. Я показываю, как вязать. И, например, вы уже вот провязали 27 столбиков с накидом. И дальше вы продолжаете вязать столбики с накидом уже вот в эти петли, где мы вязали столбики без накида. То есть дальше продолжаем вязать еще 19 столбиков с накидом. И так нужно провязать их до конца. И потом сделать воздушную петлю и отрезать ниточку. И вот эта задняя часть у нас уже будет готова для левой ножки. Так как у меня уже пинетка для левой ножки связана, сейчас я буду показывать, как вязать застежку такую же для правой ножки. Когда мы довязали 10 ряд, разворачиваем вязание, начинаем вязание, делаем столбик без накида и еще воздушную петлю. Это у нас будет такой столбик для подъема.
И дальше еще провязываем 18 столбиков с накидом уже со второй петли. Провязываем все 18 столбиков еще. Всего у нас получится здесь 19 столбиков с накидом, потому что первый столбик подъема считается за один столбик с накидом. Итак, провязали все столбики с накидом. Далее мы набираем также 30 воздушных петель. Набрали. Вот такая цепочка. Также смотрите, чтобы она не была перекручена, чтобы она была ровная. Чтобы она вот так вот лежала. У меня здесь петелька перекручена. Так, далее также 3 воздушные петли мы пропускаем первые, и с 4 начинаем вязать столбики с накидом. Здесь также должно получиться 27 столбиков с накидом. Провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом. И давайте довяжем 27 столбиков с накидом, всю цепочку из воздушных петель, и потом мы с вами уже встретимся. 27 столбиков с накидом провязала, вот что у нас получается. Далее нам нужно соединить таким образом, чтобы у нас получился как бы 11 ряд, он цельный. Вот таким образом соединяем вот эту вот лямочку. Делаем соединительный столбик. Сделали. И отрезаем нить. Так. Вот этот кончик нити прячем на изнаночную сторону. И на изнаночной стороне мы также делаем узелочек. И вот что у нас получается. Для надежности делаем еще воздушную петлю, затягиваем. И потом прячем вовнутрь на изнаночной стороне. И продолжаем вязать дальше. Набираем 35 воздушных петель, делаем начальную петлю и набираем 35 воздушных петель. Далее вы поймете, для чего это. Все, набрали. Дальше берем нашу пинеточку и на мыске находим серединку. Это вот будет одна петля в центре. Вот она. И от нее отсчитываем еще по 2 петли в каждую сторону. И всего на мыс у нас уйдет 5 петелек. Также будем вязать за петли, которые у нас получились от соединительных столбиков. Так, нашли мы петлю. Возвращаемся к цепочке из воздушных петель. И сейчас нам нужно ее присоединить к вот этой петле. Заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную.
И делаем также соединительный столбик. Цепочку мы присоединили. Дальше мы будем вязать столбики без накида. Первую петлю пропускаем, делаем одну воздушную петлю и начинаем вязать столбики без накида. Здесь у нас должно получиться 35 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику. И так вяжем до конца цепочки из воздушных петель. Потом с вами встретимся. Итак, провязали 35 столбиков без накида. Далее делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь вяжем таким образом. Вяжем 15 столбиков без накида, начиная с самой первой петли. Провязали 15 столбиков, далее набираем 11 воздушных петель. Набрали. Здесь мы пропускаем 11 петель. И в 12 начинаем вязать столбики без накида. У нас осталось еще провязать 9 столбиков без накида. И последний 9 столбик без накида. Провязали. Далее мы должны сделать 2 соединительных столбика в одну петлю, 1 соединительный столбик, и во вторую петлю второй соединительный столбик. Далее мы разворачиваем вязание. 2 петли от 2 соединительных столбиков мы пропускаем и начинаем вязать с петель, которые у нас получились от столбиков без накида. И сейчас нам нужно провязать также 35 столбиков без накида. Там, где мы набирали 11 воздушных петель, провязываем 11 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Вот этот ряд. Он получается у нас третий ряд. В третьем ряду у нас должно получиться 35 столбиков без накида. Довязали третий ряд. Ну, вот что у нас получилось. Далее также делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И четвертый ряд мы будем вязать так же, как вязали второй. Вяжем 15 столбиков без накида.
Снова набираем 11 воздушных петель. Одиннадцать петель пропускаем третьего ряда и начинаем вязать с 12 петли. Так. И дальше нам нужно провязать еще 9 столбиков без накида. Довязали. И сейчас делаем 2 соединительных столбика. Один столбик в одну петлю, второй столбик во вторую петлю. То есть на мыске у нас задействовано только 5 петель. Дальше разворачиваем вязание, также 2 петли пропускаем от соединительных столбиков и начинаем вязать с третьей. И вяжем пятый ряд. В пятом ряду у нас также должно получиться 35 столбиков без накида. Вяжем точно так же, как мы и вязали третий ряд. Там, где у нас цепочка из воздушных петель, провязываем 11 столбиков без накида. Одиннадцать. И дальше начинаем вязать уже в петлю от столбиков без накида. Еще 15 столбиков без накида. И так довязываем до конца. Все, довязали. Делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Это у нас был последний ряд. Ниточку отрезаем подлиннее, оставляем подлиннее, чтобы потом мы могли этой ниточкой пришить. Так, затягиваем. Вот эту нить потом спрячем, маленький кончик нити. И вот что у нас получилось. Ну, а мы продолжаем вязать дальше. Ниточку там я одну спрятала уже, которая нам мешает. Теперь отсчитываем 3 петли от нашей вот этой передней части и в четвертую петлю. Также за петли, которые у нас получились от столбиков, от соединительных столбиков. Итак, заправляем ниточку и набираем 20 воздушных петель. Набрали. Дальше нам нужно цепочку из воздушных петель протянуть через вот эти вот отверстия. Протягиваем. Также смотрим, чтобы она не была у нас перекручена. Так, рабочую нить мы также немножко протянули. И продолжим дальше вязать. С этой стороны мы также отступаем 3 петли
И в четвертую начинаем вязание. Заводим крючок с лицевой на изнаночную сторону в петлю и делаем соединительный столбик. Дальше первый соединительный столбик пропускаем и со следующей петли начинаем вязание. И у нас в первом ряду получится 20 столбиков без накида. Ровно столько же, сколько у нас было воздушных петель. Вяжем. И смотрите, дальше нам нужно уже протянуть рабочую нить и все остальное уже на эту сторону и продолжить вязать дальше. Так, подтягиваем нить. Дальше нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Один и второй. Разворачиваем вязание. И смотрите, последнюю петлю, которая у нас получилась от второго соединительного столбика, мы пропускаем. И со следующей петли мы уже начинаем вязание. Таким образом, во втором ряду у нас уже получится 21 столбик без накида. То есть мы сделали прибавление как бы. Так как начали вязать со второй петли, где мы делали первый столбик, соединительный столбик. Сейчас мы протягиваем наше вязание и рабочую нить через вот это отверстие и продолжаем вязать дальше до конца ряда. Довязали второй ряд. Дальше также нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Первый соединительный столбик. С него мы и начнем вязание. И второй соединительный столбик. Так. Первую петлю мы пропускаем, а со второй начинаем вязание. И здесь мы также уже прибавили на 1 столбик. Здесь уже получится в третьем ряду 22 столбика без накида. Также протягиваем через вот это отверстие на другую сторону и продолжаем вязать. Довязали третий ряд. Далее снова делаем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю, второй во вторую петлю. Один и второй. Разворачиваем вязание. Также первую петлю мы пропускаем от последнего соединительного столбика, а во вторую начинаем вязать столбики без накида. И в четвертом ряду у нас уже получится 23 столбика без накида.
Протягиваем на другую сторону и продолжаем вязать. Довязали 4-й ряд. Далее также делаем 2 соединительных столбика. Один. И второй. Разворачиваем вязание, и теперь уже 5-й ряд мы будем вязать не со 2-й петли, а с 3-й. То есть 2 петли пропускаем и начинаем вязать уже с 3-й петли. То есть здесь количество столбиков уже не изменится. В этом ряду также у нас должно получиться 23 столбика без накида. И вяжем до тех пор, пока у нас до конца ряда не останется 5 петель. 5 петель мы не довязываем до конца. Итак, я довязала, 5 петель у нас осталось. Дальше набираем 5 воздушных петель. Набрали. То есть ровно то количество, сколько у нас осталось петель до конца ряда. 2 петли мы пропускаем и с 3-й начинаем вязать. Вяжем 1 соединительный столбик. И второй соединительный столбик. Разворачиваем вязание. 2 первые петли мы пропускаем там, где мы делали соединительные столбики, и начинаем вязать с цепочки из воздушных петель. То есть провязываем 5 столбиков без накида в воздушные петли. И дальше продолжаем уже вязать в петли, которые получились у нас от столбиков без накида. Вяжем так этот ряд, не довязывая также до конца ряда 5 петель. Еще один столбик нужно провязать. Далее также набираем 5 воздушных петель. Две петли пропускаем и с 3-й начинаем вязание. Вяжем 1 столбик соединительный. И второй соединительный столбик в следующую петлю. Сделали. Здесь также 2 первые петли пропускаем, там, где мы делали соединительные столбики, и начинаем вязать 5 столбиков без накида в цепочку из воздушных петель. 5 столбиков без накида. И дальше продолжаем вязание в петли, которые у нас получились от столбиков без накида. И так вяжем уже до конца ряда. И всего в этом ряду у нас должно получиться также 23 столбика без накида. Вяжем. Довязали до конца этот ряд. Далее делаем 2 соединительных столбика.
Один. И второй. Разворачиваем вязание, также 2 первые петли пропускаем, с 3 начинаем вязать. И в этом ряду также у нас должно получиться 23 столбика без накида. И сейчас давайте самостоятельно довяжем этот ряд до конца и с вами встретимся. Довязала я ряд до конца и сделала уже 2 соединительных столбика. 2 петли от соединительных столбиков мы пропускаем, начинаем вязать с 3 петли. Вяжем этот ряд, также 23 столбика без накида, и еще плюс 1 ряд. То есть вам осталось провязать этот ряд и еще один ряд, также 23 столбика без накида. И потом с вами встретимся. Смотрите, я уже провязала последние 2 ряда. И сейчас мы делаем 2 соединительных столбика, 1 и 2. Дальше делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Все, довязали. Эту ниточку потом также спрячем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я также еще сделаю одну петельку. И потом ниточку спрячем. Итак, все, пинетка почти готова. Итак, сейчас мы будем пришивать вот эту вот часть. Я уже ниточку заправила в иголку. Это нам нужно для того, чтобы здесь просунуть застежку. Вот так прикладываем и пришиваем, чуть-чуть не доходя до отверстия, что мы делали. Вот так пришиваем. Так. Теперь делаем узелок. Сделали. И прячем ниточку на изнаночную сторону. Я прячу ее вот таким образом. И отрезаем. Итак, я так подумала, что застежку сделаю на вот такие кнопочки. Я их уже давным-давно заказала, они лежат у меня без дела. Заказывала на Алиэкспресс, и сейчас я их попробую в деле. Ну, а вы делайте застежку на свое усмотрение. Не знаю, можно ли их просто пришить, или их как-то надо по-другому вставлять, но я их пришью. И кнопочки я уже пришила, и вот такие сандалики у нас получились. Конечно, внешний вид сандаликов сейчас не очень, они немножко выглядят помятыми, так как они не проходили ВТО, но после ВТО они будут ровненькие. А у меня на этом все. Я надеюсь, видео было для вас полезно. Ставьте пальчик вверх, чтобы не потерять его, а также не забывайте подписываться на мой канал. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!